Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я хочу переделать подсвечник из магазина Fix Price, который вам не так давно показывала. И также расскажу вам про Nobilis, который я когда-то использовала в своих работах. И ссылку на прошлое видео я вам тоже оставлю в описании к этому видео. Переходите, посмотрите. И давайте с вами приступать. Вот такой подсвечник я покупала в магазине Fix Price, и он, как вы видите, выглядит очень дешево, поэтому нам нужно с этим что-то делать. Вместо подставки снизу я буду использовать вот такую коробочку от сыра. Можно использовать спил дерева или же сделать какую-нибудь подставку из картона. В первую очередь я буду наждачной бумагой зачищать место, где был написан срок годности, и покрашу белой акриловой краской. Красила я в 2 слоя, чтобы снизу закрыть все буквы. Затем беру немного коричневого цвета и мягкой кисточкой наношу на поверхность. Тем самым я придаю небольшой эффект дерева. Хотя можно было оставить и в белом цвете. Вот что у меня получилось. Теперь я буду разбирать сам подсвечник. Знаете, наверное, я купила этот подсвечник только из-за этой подставки. Я не знаю, как правильно сказать, для свечи. Заполнять свою коробочку я буду пенопластом. Он у меня толщиной 2 см. Вырезаю нужный мне размер и вклеиваю вовнутрь. И сверху делаю еще один небольшой такой же кружочек, для того, чтобы приклеить саму подставку для свечи. Все хорошо склеиваем и начинаю разбирать свой подсвечник. Вы говорите, горячий клей плохой, но посмотрите, он на самом деле отрывает бумагу, но не сам клей. Поэтому все зависит от того, как именно вы клеите природные материалы и насколько хорошо вы знаете про клей, который используете. Немножко скругляю сверху край, чтобы у нас все было плавно и красиво в дальнейшем, и приклеиваю все 5 шишек по кругу, в принципе так же, как оно и было. Кто-то недавно мне писал, что нельзя клеить термоклеем на пенопласт. Почему нельзя? Можно. Просто если у вас клей очень-очень горячий, он может слегка его расплавить. Приклеила шишки и, знаете, решила все-таки вместо той елочки, которая была уже на шишке, использовать Nobilis. Вот эти веточки я вам показывала в прошлом году, и я их просто срезала, и они у меня высохли. Высохли, немного поменяли цвет, но остались очень хорошенькие. При работе с ними они не сыпятся, иголочки, как вы видите, за год не сыпались. Поэтому я даже сорвала сверху ту часть елочки, которая была на подсвечнике, и заклею пустые пространства именно Nobilis. Даже если вы купите Nobilis в свежем состоянии, он у вас не будет высохший, вы его вклеиваете в свою работу, после высыхания он остается очень красивым и не осыпается. Мой Nobilis у меня дома уже прожил год, поэтому выглядит он вот таким образом. Я вклеила полностью во все пространства
зелень, приклеила пару маленьких шишек и теперь буду дополнять красными ягодками, которые я просто приклеиваю в любом порядке. И еще раз повторюсь, как вы видите, я сейчас работаю с этим нобелисом, который уже сухой, и трогаю его, и засовываю туда ягодки, и он не ломается и не сыпется. Все живые ветки нобелиса можно купить в цветочных магазинах, особенно они продаются перед Новым годом, так как флористы из него делают огромное количество разнообразных букетов. И вот такой подсвечник у меня получился. Можно ставить так. Но я же люблю заснеженный вид, поэтому я буду использовать искусственный снег с баллона из магазина Fix Price. Знаете, дома попробовала на своем веночке, который делала в прошлом году, и он очень красиво ложится на сам венок и в принципе не облетает. Но в нем есть один большой минус. Вначале снег вот такой красивый и белоснежный. На самом деле много использовала снега и могу сказать, что этот дает очень такое деликатное покрытие. Такие мелкие снежинки получаются на вашей работе. И вот так красиво преображается работа со снегом. Ну и кто помнит мой венок с прошлого года, я просто тогда разрезала веточки и с помощью нитки прикрепила все на венок. Основу я тогда делала из бумаги, и знаете, висел он у меня долго, и мне так захотелось к нему что-то добавить, безумно он мне нравится, и нравится он мне в том варианте, который он есть. Ну а если мы делаем декор, мы обязательно должны учитывать то, что у нас находится в доме, ну и, конечно, цветовую гамму. Так что слегка его переделываем. Я сняла свой веночек, так как он у меня провисел на двери целый год, и дальше начала пшикать именно этим же спреем с магазина Fix Price. И что меня разочаровало очень сильно, вначале снег был белым, а потом желтым. Цвет в соотношении с крышечкой тоже стал желтый. Но я уже края слегка где-то так запшикала, думаю, ничего страшного. Пускай он будет у меня уже немного такой неравномерного цвета, но он начал становиться холодным. Баллон стал холодный. И в принципе, после того, как я запшикала свой веночек, подсвечник, мой баллон закончился. Поэтому, как я поняла, в баллоне снега очень мало. Теперь сама веревочка, я буду использовать толстый джут, приклеиваю его с обратной стороны. Да, конечно, лучше было бы сразу задекорировать обратную сторону, а потом попшикать снегом. Но у меня бывает такое, что ты начинаешь с одного, а потом думаешь, что надо что-то изменить. И так как в этом году, наверное, мой венок будет висеть на стеклянной двери, и чтобы с обратной стороны очень сильно не бросалась в глаза вот эта вот некрасивая основа, я просто приклею сверху мешковину. Мешковину можно купить в строительных или хозяйственных магазинах. И осталось в свой подсвечник поместить свечу. Моя свеча туда не помещалась, поэтому я достала ее из металлической основы и сразу напрямую вставила в подсвечник. И вот что у меня получилось. Мне кажется, этот вариант получился намного лучше, чем он продавался в магазине. На венок я добавила небольшой декор, и все готово. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!